Главные новости этого дня. Команда Никиты Михалкова может исключить из своего состава известного певца Александра Буйнова за нелицеприятный поступок, который тот совершил несколько дней назад. Находясь в Московской области и двигаясь на своем автомобиле модели Lexus, Александр Буйнов совершил наезд на 60-летнюю пенсионерку, воспитательницу детского сада Аллу Сергеевну. К сожалению, после дорожно-транспортного происшествия Александр Буйнов повел себя недостойно и опорочил звание сотрудника комитета. Александр Буйнов вместо того, чтобы оказать первую помощь и вызвать медицинскую бригаду, закрылся у себя в автомобиле. Позже он попытался откупиться деньгами и договориться с родственниками пострадавшей, чтобы вручить им деньги до приезда полиции, а позже и вовсе попытался скрыться с места происшествия. Когда подъехала полиция, Александр Буйнов неожиданно изменил свои показания. Он заявил, что за рулем его автомобиля находился не он, а его личный водитель, который до приезда полиции скрылся с места происшествия. В связи с чрезвычайной ситуацией полиция арестовала Александра Буйнова и доставила его в полицейский участок для дачи показаний. Позже Александр Буйнов извинился за свой поступок и пообещал выплатить моральный и материальный ущерб, а также оплатить лечение пенсионерки, которая на данный момент находится в одной из больниц города Москвы в состоянии средней тяжести. Руководство комитета в лице Никиты Михалкова и Александра Бастрыкина немедленно отреагировали на данную новость. В частности, Александр Бастрыкин заявил, что они не будут заступаться за Александра Буйнова. Если артист в действительности виноват, он должен ответить по закону. Более того, если выяснится, что Александр Буйнов в действительности не оказывал первую помощь и пытался уехать с места происшествия, то Александра Николаевича исключат из состава комитета и привлекут к уголовной ответственности. Надо отметить, что многие друзья, товарищи, сотрудники комитета удивлены поступком Александра Буйнова, ведь Александр Николаевич работает в организации целый год. Он участвовал во многих опасных проверках и даже получил ранение летом прошлого года. В оправдание Александра Буйнова можно сказать лишь одно. У Александра Николаевича диагностировано тяжелое онкологическое заболевание – рак легких. Возможно, тяжелое заболевание негативно сказалось на психологическом состоянии известного артиста. У видного политического деятеля, актера, певца, артиста Владимира Зеленского началась конфискация личного имущества и недвижимости. Владимир Зеленский не смог отчитаться перед Америкой, куда были потрачены 500 миллионов долларов, которые направлялись в Украину за последний год. Владимир Зеленский смог объяснить, куда были потрачены 100 миллионов долларов, а куда пропали еще 400, объяснения не нашлось. По данным прессы, конфискация в первую очередь коснется 25 шикарных особняков Владимира Зеленского в стране Швейцария, его личного острова в стране Шри-Ланка. Также будет арестована элитная недвижимость Владимира Зеленского на территории Украины, ближнего и дальнего зарубежья. Ну а теперь переходим к другим новостям. Главу города Астрахани Олега Полумордвинова осудили на 4,5 года лишения свободы. Отбывать свой срок чиновник будет в исправительной колонии строгого режима. Также он выплатит денежный штраф в размере 15 миллионов рублей. Данного чиновника комитет Никиты Михалкова и прокуратура арестовала еще полгода назад. Известный певец Лев Лещенко впервые после выписки из больницы направляется в антикоррупционную проверку. Лев Валерьянович вместе с другим сотрудником организации Русланом Байсаровым направляется в город Рязань.
Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.